Так, всем привет. Сейчас открою чат. Мгм. Всем привет. Так, вроде бы слышно. Сейчас проверка. Сейчас открою чат. Да, слышно. Так, все. Будем сейчас вязать. Ну, я буду вязать. Вы можете задавать вопросы. И очень прошу поставить лайк, кому не сложно. Пока я вяжу, мы с вами поболтаем. Так, мне не нравится свет. Я сейчас потом немножко поверну. Так, лучше. Ну и в кадр я сейчас положу. Ой, это запчасть. Видите, какие грибочки делала? Это все пробники. А это ножку сделала, а этот верхушку еще нет. Ну, берем ножку. Ну, это так, знаете, чтобы кадр вам немного украсить. Вяжу в последнее время. Так, вышла я на часок поболтать. Кому не сложно, пожалуйста, поставьте лайк, точнее пальчик вверх. И задавайте вопросы, если они есть. Пишите что-нибудь. На то это и болталка, чтобы поболтать. Если такие форматы будут интересны, то буду чаще выходить и с вами общаться. Все-таки, как ни крути, а живое общение, ну, даже вот в таком формате прямого эфира все равно интересно. Ну, во всяком случае, даже я, ну, не то, что даже, но я же такой пользователь, как и вы, смотрю с большим интересом прямые эфиры, общаюсь. А это, думаю, почему бы мне... Сижу, вяжу, у меня есть час на то, чтобы повязать. Далее меня ждут домашние дела. И пойду ними заниматься. И напишите, пожалуйста, в чате, хорошо ли меня слышно. Что это за красота у вас будет? Это полная, знаете, моя идея. Абсолютно нигде ее не подсмотрела. И вот сколько я перебираю, да, вот что-то пробую, не знаю. Ну, конкретно я, конечно же, знаю, что это будет. Привет, привет. Вот основа. Вот такая. Отлично слышно, спасибо. И на нее будут нашиваться. Изначально я думала, что это будет такой грибной, как это, натюрморт сказать, что ли. Но поняла, что вообще некрасиво. Ну вот не смотрятся они здесь, эти грибочки на этой основе. Это, кстати, нитка из секонд-хенда. У меня была кофта такая яркая-яркая. Я хотела шопер из нее сделать. Но в итоге решила, что нет, шопер мне тоже из нее не хочется. И вот решила сделать что-то красивое, другое. Вот когда я поняла, что грибочки мне не нравятся, я вот сделала несколько... Ой, 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 ой. Зацепила штатив. Бабочки. Бабочки мне понравились, но как-то скучно просто бабочки. Поэтому я начала дополнительно навязывать листочки. Ну и подумала, что листочки и бабочки будет совсем скучно. Мало мне показалось. Поэтому еще вяжу шнурочек такой тоненький-тоненький. Ну и сделаю как бы... как-то пришью его, ну, не ровно, да, а вот как-то так. И в итоге посажу здесь бабочек и листочки. Вот в такой картине
мне показалось, что это будет красиво. Ну, в итоге-то, конечно же, когда все это соберется, да, это в принципе и так уже красиво. Ну, согласитесь, лучше, нежели с грибочками. Понятно, что грибочки тоже имеют место быть, но не на этом фоне. Возможно, просто им нужно какой-то, например, зеленый. Вот так. Вот, совсем по-другому, да? Нежели тут на ярком. Ну, в общем, тут еще просто, когда вот такие мелкие детали, важно вязать из тонкой пряжи. А опять же, вот листики, да, я вот пробовала разные в разных техниках. И больше, и меньше. Все меня не устраивало. Ну, кто смотрит мой канал, тот знает меня, чтобы все устраивало. Ой, да что ж такое, цепляю штатив. Меня, чтобы все устраивало, ну, я действительно очень много, да, с грибочками просто осенний лист. Меня, чтобы все устраивало, я сначала должна перепробовать много. И вот, казалось бы, они все одинаковые, но у них у всех разная схема. Ну, принцип одинаков, ну, кроме вот эти. Вот эти в технике... Так, тут их должно быть два. Сейчас я найду, где второй. Вот. Ой, как же эта техника. Еще есть крючки специальные для этой техники. Забыла. Забыла. Напомните, если кто знает. Крючки. Сейчас я... Крючки. Тунисские, вот, вспомнила, тунисские крючки, и вот эта техника тунисского вязания. И бабочки тоже в этой технике. По бабочкам бесплатный мастер-класс нашла на просторах Ютуба. Связала, попробовала, понравилось. И, ой, сейчас еще одну принесу бабочку, самую первую, которую я попробовала. Сейчас, секундочку. Я ее уже оформила, потому что я либо... Ну, я либо убираю сразу, да, куда-нибудь подальше, либо оформляю в какой-то, ну, в данном случае, вот, эта бабочка, видите, она просто мне большая по размеру для этого изделия. Ну, хотя можно было бы, конечно, но я решила, что нет. Я ее оформила бисером. Это усики, проволока. Ну и я ее, в общем-то, оставила. У меня есть, я сделала ей ножку. И у меня есть вот такой букет из разных тут цветов. Это то, что, знаете, я вот там пробую. Пробовала делать всякие ягодки. Это я была на марафоне, делала цветочки. Маки, это платный мастер-класс я покупала. И там же в мастер-классе вот эти бутончики и листик. Ну и вот у меня такая вазочка. Я, кстати, сама ее делала. И в эту вазочку я оформляю то, что вот мне не подошло. Стоит, ну это сейчас вам так видно, ее не очень, потому что штатив стоит очень низко. Ну а вообще эта вазочка стоит очень красиво, украшает мне мой стол. Так, я продолжаю. Если есть вопросы, пишите. И, пожалуйста, поставьте лайк этой трансляции. Пишите, что вы делаете, чем вы заняты. Я обычно вот тоже, опять же, сижу там, шью или вяжу, включаю кого-нибудь, слушаю. Или какие-то видео, если вижу, что кто-то в эфире, то также выхожу. Ой, выхожу, включаю и смотрю.
Алла, спасибо за ваши органайзеры. Решила себе несколько штук. По вашим МК теперь требуется шить мои дети. Да, я очень рада, что мои видео полезны, что они вдохновляют вас. Очень многие пишут мне о том, что выгорание, опять же, сезонное бывает. Да, я уже рассказывала, у меня даже видео есть отдельное, где я рассказывала, как я справляюсь с выгоранием. Я просто переключаюсь. Ну, сейчас я не могу сказать, что я прям подвыгорела с эм, шитьем, но вязание мне также моя душа требует, поэтому вот я сейчас больше всего именно вяжу и шью. Хотя когда-то, ну не когда-то, а периодически, особенно сейчас, я же переозвучиваю, немного перемонтирую видео и выставляю с вышивкой. И тоже одно время очень много вышивала. У меня был второй канал. Потом я поняла, что нет, ну, нецелесообразно вести два канала. Я не успеваю, распыляюсь, поэтому, а, ну, в общем. Что делать со вторым каналом, у меня представление есть. Ну, то есть это не будет так, что я вот там удалила оттуда видео и все, и забросила. Нет. Он у меня будет служить своим, ну, другим, в общем, другое ему применение найду. Там люди отписываются, ну, и я, в принципе, рада этому, потому что не целевая аудитория никому не нужна. А там у меня 20 тысяч, ну, 19 тысяч подписчиков. Вот так. Я когда-то в свое время решила, что шитье шитьем, а рукоделие, то есть и вязание, и вышивка, и я там, ну, всякие разные штучки, когда у меня там приходит вдохновение, то есть то, что не шьется, я когда-то решила вести на втором канале. Ну, отделить. Знаете, как вот мухи отдельно, котлеты отдельно. Но потом поняла, что это не мой формат, и я перевела сюда все эти видео, перевожу. Да, я понимаю, что в этом есть и минусы, потому что, ну, не все, кто шьют, вяжут, не все, кто вяжут, шьют. И это получается каламбур. Но, с другой стороны, каждый, кто заходит на мой канал за информацией, а у меня канал, ну, с мастер-классами, тут нужную для него информацию найдет. Я уже сделала эти, как их там, плейлисты. И, ну, отдельно вязание, отдельно вышивка. То есть человек, который заинтересован, он точно найдет нужную для себя информацию. Ну, я так решила. Просто и я так делаю. Вот вчера, например, попался мне канал с вязанием. Ну, точнее, я искала, я вот говорила, да, что вот бабочки я быстро нашла, а вот с листиками мне хотелось что-то другое. Несмотря на то, что вот эти листики я уже давно такие делаю, но мне хотелось вот что-то попробовать другое. И я нашла на ютубе как раз-таки вот эти листики. И, и захожу ж на канал, много подписчиков, там крупный канал, и в основном вязание спицами. Я спицами не вяжу и не хочу. Ну, то есть когда-то в школе всех учили и крючком, и спицами. Но крючок, да, спицы нет. И не то, чтобы мне там узоры не нравились. Нет, мне нравится, но я не хочу. Меня это не успокаивает, мне это не нравится. Меня это вот, знаете, из того рода, как мне все пишут: боже, у вас столько терпения. Да откуда же ему взяться, тому терпению? Никогда его у меня не было и быть не может. Но почему-то люди считают, что если я вяжу из лоскутов или что-то вяжу или вышиваю, то у меня обязательно есть терпение. Нет, нет.
Вот я отношу спицы к этому разряду. Не люблю, не хочу ну, и просто не занимаюсь. Так вот, я же договорю за этот канал. И настолько неудобно у нее в плейлистах. Ну, то есть я зашла. Я понимаю, что крупный канал, много, ну, когда чем крупнее канал, тем кажется, да, там легче, проще. Нет, тем больше на нем работы. Но настолько неудобно, я бы хотела, например, зайти на плейлист, там вяжу крючком или вязание крючком. Опять же, крючком можно вязать одежду, а можно вязать какие-то, ну, не одежду, то есть там сумочки, игрушки, да. А у этой автора этого канала, значит, ну, например, носки крючком и спицами. Ну, то есть я подписалась, потому что действительно есть классные уроки по крючкам, которых, кстати, нет в плейлистах. Ну, такое тоже бывает, нет времени. У меня тоже долгое время. Даже не то, что не было времени, я просто не сильно понимала ценности плейлистов. Вот так я скажу. Так же, как у меня сейчас, например, не всегда есть время на субтитры, хотя они нужны. Несмотря на то, что YouTube уже запустил голосовые субтитры. Ну, то есть вы, например, не на все, конечно, языки, но на английский, с многих языков на английский он уже сам делает автоматически с, с искусственным интеллектом, естественно. То есть голосом озвучка на английском языке. Это очень классно. YouTube не стоит на месте, за что ему большой респект. Но вот вчера поступил, вот я сейчас вам проговариваю и вспоминаю, что вчера был комментарий, пожалуйста, сделайте субтитры на португальский. И я смотрю, а это видео, ну, не из крайних. И я понимаю, что обычно я ставлю испанский обязательно, португальский, то есть оттуда, откуда меня точно смотрят. А это я понимаю, что я просто забыла. Вот закрутилась, замахалась, как можно, как угодно можно это назвать, но в итоге не поставила. Так, читаю чат. Приятно смотреть ваши МК. Никаких лишних слов. Сразу показывайте свое мастерство. А здесь тоже приятно слушать вашу болталку. Спасибо, спасибо. Очень приятно получать обратную связь. Опять же, вот крайнее видео, где я шила из старых трикотажных вещей. Был такой комментарий, причем один из первых. Странно видеть какие-то там плохие комментарии на этом канале, вы все удаляете. А я перечитала все комментарии, я там плохих не увидела. И странных не увидела. И думаю, вот это дают. Ну, уже даже видят того, чего не существует. Да, и я очень люблю обратную связь, причем, ну, если это какой-то конструктивный там, э, ну, конструктив, да, то есть мы не берем там какие-то хейтерские комментарии, нет. Если мне по делу пишут, то я всегда благодарна, когда со мной делятся. Но я же тоже всего не знаю, да. Я делюсь тем, что я знаю. Со мной делятся люди то, что они знают. Поэтому я всегда благодарна любой информации, я ее ценю, я ее люблю. Вообще люблю учиться чему-то новому, узнавать что-то новое. Так что спасибо вам за обратную связь. Кстати, скоро, а точнее, наверное, ну, я очень буду стараться успеть в воскресенье выйдет видео. Я опять была на закупке в секонд-хенде и опять набрала какой-то пряжи. Ну, как какой-то. Я уже ее, конечно же, прогуглила, там посмотрела, но
Такой инсайт я сегодня для себя поняла. Я сегодня занималась, искала информацию о ней, делала скриншоты, ну так, чтобы в видео выставить. Так, чтобы влог был интересным, информативным, с картинками. Ну, в общем, все как я люблю. Как я люблю и делать, и смотреть. Так вот, я поняла, что чат GPT меня дурит. Как бы это сейчас смешно не звучало, но он реально дурит меня. Я и это заметила случайно. Обычно я ему скидываю несколько фотографий, там, ну, то, что меня интересует. Ну и спрашиваю, там, найди мне всю информацию об этом. И я ему скидываю не несколько фотографий, а одну фотографию пряжи. И он мне там расписывает, европейская пряжа, высшего там что-то качества, бла-бла-бла и все такое. А я так читаю, и причем я уже скрин даже сделала, а потом такая, стоп, стопочки. Беру пряжу в руки, начинаю вертеть, крутить, там же все написано. Ну, чаще всего. И что я вижу? Я вижу на упаковке Made in China. А я как бы и не против. То есть, ну, я не то, чтобы там прям выискивала какую-то европейскую пряжу или там еще какую-то. Ну, то есть я видела изначально, что это Китай, но нитка классная. Поэтому взяла. И я хотела посмотреть, ну, вообще цель как бы, да, что я ищу в чате GPT, это то, сколько она стоит, так как я купила ее в секонде, сколько она стоит, ну, в других странах, да, ну и вообще в принципе, ее ценовая политика. Не в секонд-хенде. И тут я понимаю, что что-то не так. Ну, в общем, я поняла, что я теперь больше так искать не буду информацию про пряжу, потому что, ну вот знаете как, один раз поймала чат GPT на брехне, теперь все, доверия ему нет. И я решила, что будет фотографировала пряжу, нашла на каком-то там иностранном сайте ее с ценой, то я ее покажу в своем видео. Если не нашла, ну, значит, не покажу. Потому что доверия все. Доверия нет. Так что в воскресенье выйдет это видео. Кому интересно, не пропустите. Вот. Еще покажу в этом видео свой, не знаю, хотела сказать сейчас быстро так модное слово, факап или как это назвать. Ну, в общем, свой провал. Не будем говорить модные заумные слова. Свой провал. Кто помнит? Так, я периодически смотрю в чат, потому что я тут вяжу. Рядышком лежит второй телефон, где я чат смотрю, чтобы ничего не пропустить. И у нас еще есть с вами полчасика. Мы поболтаем. Так вот, о чем я. Свой провал. Кто помнит, я в прошлый раз, это самое мое первое видео с секонд-хенда из Одессы, где я купила прекраснейшую пряжу. Она была зеленая и голубая. Ну вот голубой было, я уже не помню, сколько там было мотков, 6-7. Я, если кто видел эти видео, да, я их купила, потом я их стирала и показывала тоже в мастер-класс, как стираю. И из этой пряжи я решила связать сумку. Эта пряжа идеально мне под нее подошла. Но мне ее не хватило. Докупить я ее уже теперь, естественно, не могу. Ее нет. Я была, ну, уже после того, как знала, что мне ее не хватает, я уже была еще раз там же, но нет. Этой пряжи уже там нет. Я нашла стоковый магазин в Инстаграме, где продавали эту пряжу. Естественно, ну,
не так дешево, как в секонд-хенде, но я готова была ее докупить за любые деньги. Ну, потому что она действительно подходящая к этой сумке. Но я им написала, они сказали, что да, эта пряжа была, сейчас нет, появится или нет, они не знают. Поэтому я не распускала эту сумку, я ее покажу. Ну, опять же, это опыт. Потому что вязала не по мастер-классу, а просто по схеме. Я не знала ни расхода, ничего. Ну, то есть опыт. Так, сейчас читаю чат. Приятно смотреть ваши МК, никаких. А, это я уже читала, да? Да, что-то. Так, так что как-то вот так покажу все. В воскресенье будет видео. Ну, надеюсь, что будет. Сейчас загадывать вообще ничего невозможно. Сегодня так, сегодня планируешь одно, через час все поменялось. Но во всяком случае планирую. Даже если что-то пойдет не так и видео не выйдет в воскресенье, то оно обязательно выйдет со следующей недели. Покажу эту сумку. И, кстати, я когда поняла, что не хватает пряжи, я начала из другой пряжи, из той, которой я точно знала, что мне хватает. Ну, то есть ее можно докупить. А, и, и я вижу ваше сообщение. Сейчас, секундочку, я договорю и прочитаю. Значит, начала вязать, и мне не понравилось. И вот, кстати, в видео я расскажу свое видение того, что пряжа решает, ну, если не все, то многое. Точно так же в шитье ткань решает многое. Вот из одной ткани ты там пошьешь рубашку или костюм, или там, не знаю, даже наволочку на подушку. Это будет по одному, а из другой ткани будет совершенно по-другому. Так, читаю чат. А, Так, Аллочка, немного не в тему. Недавно вы показывали моталку для перематывания пасм в клубке. Вы довольны ею? Если будет время, дайте информацию. Да, я недовольна, хотя уже на сегодняшний день есть настолько они разные, причем на китайских сайтах. Они мне теперь в рекомендации выскакивают и фиолетовые, и бирюзовые, и розовые. Но в целом они плюс-минус все работают одинаково. Единственное, что я сейчас в магазине пряжи видела прям побольше. Ну, мне не надо. Я не в промышленных масштабах там вяжу. И в основном мне нравится вот такое что-то мелкое, милипиздрическое, как кто-то мне когда-то писал. Вы что, его под микроскопом вяжете? Ну да. Нет, конечно же нет, не под микроскопом. Поэтому мне моей моталки хватает, и я ней довольна. Я ее не покупала на китайском сайте, я ее на свой день рождения купила, как раз была скидка, и я ее купила в обычном, ну, магазине пряжи. Так, недавно приобрела оверлок Джанаме 7034D. Алла, если вам не трудно, можете показать несколько декоративных швов. Оверлок, декоративный шов, я понятия не имею. Я сейчас прям открою, посмотрю, что это за модель. Джанаме 7034. Мне же интересно. Ну, какие декоративные швы в оверлоке? Оверлок 70 34 D. Так, ну покажите вот. Ну так это такой, как похож на мой. Сейчас. У меня же два оверлока. Там видео, где я показываю, как его чистить. Я прям показываю два своих оверлока. Так.
70-34. Я не знаю, какие декоративные швы могут быть на оверлоке. Оверлок это, ну вот он. Оверлок это машинка, которая предназначена для трикотажных тканей, для их сшивания. Я знаю, что оверлоком можно обработать в подгибку и сделать вместо распашивальной машины, но я таким не занимаюсь, потому что у меня есть распашивальная машинка. В другой раз, в другой раз, что вы хотите в другой раз? Декоративные швы на оверлоке нет, ни в другого раза не будет по причине отсутствия моих знаний о декоративных швах на оверлоке. У меня 2 оверлока, но они не делают декоративные швы. Декоративные швы делают швейные машинки. И у меня их много. И швейных машинок, и декоративных строчек на них. У меня... Да что такое? У меня, когда была первая моя современная швейная машинка, ну то есть совсем первая, это у меня был бабушкин Зингер, прямострочный, там не было ни зигзагов, ничего, просто прямая строчка. И на ней я шила. И потом мне муж решил купить швейную машинку современную. Когда мы пришли в магазин, мы там выбирали, я еще тогда не сильно, ну не то, что не сильно, вообще ничего не понимала, чем отличается горизонтальный челнок от вертикального, чем отличается механическая от компьютерной, ну в общем. А, и, и, и сейчас я вижу, что вы что-то написали, сейчас договорю и прочитаю. И мы, когда пришли, я выбирала эти швейные машинки, и так мне было непонятно, зачем, зачем количество странных строчек, кто ними пользуется. Но в итоге муж сказал, надо брать самое большое количество. На мой вопрос, зачем? Он сказал, ну потому что вдруг пригодится. И вот его слова я помню до сих пор, потому что действительно вдруг пригодилось. И если бы я тогда, у меня стоял выбор между там 12 операций, да, швейной машинки и 52. Ну и вот он мне купил 52. То есть максимально на тот момент, я не помню уже какой это был год, 15-й может быть, а может 13-й, ну где-то так. И я тогда ни разу не пожалела, что я купила вот максимально на тот момент то, что было. А когда я купила Janome 6700 Q, ой, там 200 операций, и мне все говорили, зачем? Зачем тебе столько? Боже, такая дорогая машинка, зачем? А теперь видео смотрят и спрашивают, а что, так можно было? Я вот, кстати, сейчас покажу. У меня тут рядышком лежит. Покажу, что делала. Это был такой заказ, мне его надо отправить. А у меня нет времени. Марина, если ты будешь смотреть это видео, я тебе обязательно это отправлю. Так, это для Марины брелочек на сумочку или рюкзачок. Вот такой грибочек. Выбирал ей его, ее муж. И у них есть 2 сыночка, Бодя и Даня. Вот такие прекрасные котики. Так вот, причем тут швейная машинка, да? Имена я вышивала на своей швейной машинке Janome 6720. Казалось бы, да? Где вышивка, а где дорогущая машинка? Ну вот. Вот, собственно. Так, читаю комментарий. Так, сейчас мы кадр немножко украсим. Я не люблю, когда пустой кадр, поэтому... Так, читаю.
На швейном научилась декоративные швы шить по вашему МК. Ну, отлично. На верлаке нет декоративных возможностей. Это только для трикотажа, для сшивания трикотажных полотен. Меня, кстати, очень часто в видео исправляют, когда я на трикотаж говорю ткань. Но я уже научилась. Я теперь, ну не то, что научилась, но меня уже научили, что трикотаж надо говорить, что это полотно, что это не ткань. Хорошо, буду, буду говорить. Не, ну это правильно, это правильно. У меня нет швейного образования, кто не знал. Я не швея, не закройщик, и мое высшее образование никак не связано с творчеством. Я по образованию юрист. Работала по образованию. Не понравилось. Не, ну, не могу сказать, что не понравилось. Вот есть поговорка, да, либо делайте то, что любите, либо любите то, что делаете. Вот я могу сказать, что это точно про меня. Я никогда на работу, вот по профессии, я работала в нотариальной конторе, работала в порту, никогда не ходила на работу как на каторгу. Нет, я всегда ходила туда и делала то, что мне нравится. Я любила то, что я делаю. Ну, а потом многие, кстати, с декрета начинают. Нет, я после декрета я открыла свой магазин. У меня был магазин одежды. И одежда там была и для детей, и для мужчин, и для женщин. И это была моя ошибка. Потому что нужно было выбрать что-то одно. А так у меня получается для всех все, но всего по чуть-чуть. Ну, это было неправильно. Когда я это поняла, я понемногу начала убирать мужское. Оставила только женское и детское. Но со временем поняла, что лучше всего, ну, может быть, это, конечно, опять же, с местом связано. Он у меня был в спальном районе, но возле поликлиники районной. Ну, районной, в смысле этого района. И больше всего покупалась детская. Мне нужно было в тот момент перед выгоранием перейти полностью на детскую одежду, но я не стала. Я выгорела, и мы его закрыли. Но я скажу успешно. Во-первых, это опыт. Ну, в общем, после декрета я открыла свой магазин. Ну, то есть И, кстати, в магазине мы работали с кумой и вязали пинетки. Обе две, и она, и я, вязали, продавали в магазине, продавались прекрасно. И также оттуда пошло немножко моего шитья. Я уже по-моему, я это где-то рассказывала. Ну, может, на эфире в каком-то, но это мало кто знает. Сейчас прочитаю, подождите. Это мало кто знает, но где-то я об этом говорила, и это, в принципе, не секрет. Свою швейную деятельность я начала. Все, я вспомнила. Я говорила об этом на прямом эфире в Инстаграме. Его уже нет, если что, этого эфира, так что не ищите. Мою швейную деятельность я начинала на бабушкином зингере, прямострочном, который 7 или 8 лет простоял на открытом незастекленном балконе у бабушки на балконе в квартире. На открытом незастекленном балконе эта машинка простояла. Надежд, что она будет шить, было мало, но мне хотелось, я ее забрала. Это квартира сейчас моей сестры. Ну, давно. И я говорю, тебе она нужна? Она говорит, да нет, я ее вообще хотела выбросить. Я говорю, о, отлично, выбрасываю в мою сторону. Я ее заберу. И вот я забрала и шила я на ней чешки для детей, которые были максимально востребованы. А востребованы были 2-3 размера в период утренников. Я поняла, что мне закупать полностью размерную сетку невыгодно. И я начала шить просто эти несколько размеров.
Причем как белые, так и черные. Но потом я так я и увлеклась шитьем. Так, смотрю чат. Так, вы же жили в Херсоне, потом переехали в Киев. Да, мы в 22-м году в апреле выехали. Сначала несколько месяцев мы были в Одесской области, потом в июне 22-го года мы переехали в Киев. Я получила высшее образование в Одессе, там академия на инженера. Я когда-то мечтала закончить Одесский Кивалова, юракадемию. Это было модно, круто, но не сложилось. Я училась в Запорожье, Запорожский институт при Днепропетровском университете. Но я училась заочно, я училась и работала. В тот момент работала в нотариальной конторе. А в Одессе я уже потом, это у меня уже, не знаю, лет 5, наверное, ребенку было, и я поехала в Одессу, закончила курсы на таможенного брокера. 3 месяца я там училась. Так, приветствую всех. Я по образованию профессии детский хирург. Вау! Но хобби мое шитье, вязать и много всего, да. Я, кстати, не так давно увидела, что знаменитый наш кардиохирург, сейчас забыла фамилию, как я могла. Ой, как же я могла? На Т фамилия. Ну, в общем, ладно, неважно. Кардиохирург, он в возрасте, он всю жизнь оперирует сердца, сейчас занимается уже пересадками сердец. И тут вдруг бац, и хобби у него эпоксидная смола. Я была просто, у меня такая улыбка была, мне казалось, что, ну, что хирург это что-то, знаете, такое недосягаемое, это что-то такое сверхчеловечное. Класс, вы молодец. И классно, когда вот у людей настолько профессия. Ну, потому что я, в принципе, юристы, экономисты, это все такое, знаете, когда-то было просто модно. Все учились на юристов, экономистов, никто не понимал и не знал, там, какие... Ну, это было просто модно. Вот я из того времени. Я очень хотела учиться на швею, на закройщика, ой, на инженера нет, на дизайнера, но у меня же мама швея, и мама сказала: ты что, мамулечка, если ты смотришь, я тебя очень люблю, спасибо тебе за образование. Ну, я не знаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы я закончила институт на дизайнера, но я знаю, как она сложилась, когда я закончила институт на юриста. Поэтому, но хирурги, врачи в целом для меня это сверхлюди, правда. Ну, хорошего врача еще попробую найти. Я тут столкнулась. Очень знаю, что это такое. Хорошо знаю, что это такое. Поэтому, ну, хирург это для меня сверхчеловек. Класс. Я восхищаюсь вами. Так. Мононит, ничего не знаю про то, как, где использовать, но очень хочется попробовать. Продается разное, но какой взять, не ясно. Точно, Тадуров, да, 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 Тадуров. Боже, как я могла. Я все интервью с ним пересмотрела. Я, ну, восхищаюсь этим человеком. Хотя, ну, слава богу, никто к нему из моих, и я в том числе, не обращались, но я почему-то, не знаю, для меня это сверхчеловек. И почему-то ну, в жизни я его никогда не видела, но вот через интервью мне кажется, что вот он очень человечный. Ну, не знаю, может, конечно, и есть какие-то нюансы, но вот я такая, э, я вижу его так. По поводу мононити. Сейчас, секундочку, буквально полсекундочки, сейчас я приду. У меня она не так далеко.
хотела быстро показать, а не знаю где. Так, ну ладно. Не знаю, у меня где-то есть большая катушка мононити, но где-то я ее уже притулила. Смотрите, мононить, она бывает разная. Такая. И также на вот таких больших бобинах также бывает мононить. Это, конечно, не мононить, это вышивальная нитка. Но я просто образно показываю, да. И я вам честно скажу, все они одинаковые. Главное, смотрите. Так, а у меня здесь не указано. Сейчас я поищу, секундочку. Ага. Нашла. Так, нашла, а тут ничего не написано. Ой, нашла. Ладно. Я и так, в принципе, помню. Скажу, а вы, надеюсь, запомните. Ну, вот смотрите, нашла с наклейкой, да, а тут, кроме того, что здесь 200 метров, ничего не указано. Значит, толщина ее 12-13, то есть, ну, 0,12, 0,13. Вот это та нить, которую я и вышиваю, и шью на швейной машинке, на промышленной швейной машинке. Вот все, вот они все одинаковые, просто в зависимости от намотки, да, ну, то есть тут была бобинка больше, а вот такие предназначены просто для, ну, для промышленных машин. Но я на большой бобине шила и на бытовой. Поэтому с мононитью не бойтесь работать. Я часто ее использую, у меня ее много. На оверлоке я ее не использую. Ну, потому что не было у меня надобности. Но думаю, что если бы была надобность, то в иглы не проблема. А в петлители можно поставить обычную нить, либо вот такую, знаете, как для нижнего белья. Она очень-очень тоненькая. Так, ну, на нить убираю, иду в чат. Я с ним знакома, класс. А ну вот скажите, вот вы с ним знакомы, мои ощущения к нему как к человеку. Он такой вот в жизни, да, вот вы как человек, который его знает. Он добрый. Ну вот он, мне кажется, добрым, человечным человеком. Человечным человеком. И да, я когда увидела, что он этой смолой занимается, он там прям какие-то вазочки делает, я так поняла, у себя в гараже. Я, конечно, улыбнулась, удивилась. Хотя, ну, я же понимаю, что хирург, знаменитость, да, звезды, это такие же люди, как и все остальные. Но все равно они что-то знают больше и то, чего не знают многие. Поэтому кажется, что это какая-то, как вот раньше космонавт, да, профессия была, казалась какой-то недосягаемой. Вот сейчас для меня хирурги это я недавно прям искала, ну, через знакомых, через всех. Мне нужен был нейрохирург. Я нашла, я получила консультацию, была очень довольна. Слава богу, что у меня, в принципе, как я понимаю, у меня быстро все получилось. Ну, потому что не так много специалистов, особенно в узких таких специальностях. Так, читаю чат. Аллочка, спасибо за ваши мастер-классы. Учусь стежки только по вашим видео ручками строим. Спасибо большое за обратную связь, за ваши теплые слова. Это приятно, это вдохновляет. И именно поэтому даже в самые какие-то сложные для меня жизненные ситуации я не опускаю руки, я продолжаю что-то делать, понимая, что
Даже мои какие-то небольшие видео, какие-то влоги, там, где нет особых там и мастер-классов, но когда мне люди пишут, что вы меня вдохновили, и вот мне ничего не хотелось, а вот посмотрела ваше видео, вы такая трудяжечка, вы, когда вы все, ой, топ вопрос это, когда вы все успеваете? Я не знаю, никогда. Я никогда ничего не успеваю. Вот сейчас я дала себе ровно час выйти в эфир, поболтать, потому что сижу, вяжу. Завтра у меня запланирована озвучка видео. Я уже сказала, будет видео с нитками про то, как я была в секонде в Одесском. И покажу сумку, на которую не хватило пряжи, сравню, э, как пряжа влияет на изделие. Ну, точно так же, как я уже это говорила, как и ткань. Поэтому вот так. На завтра такие планы. Ну, а выходные домашние дела, конечно же, готовка. Я уже не знаю, что готовить. Я уже подписалась на не знаю сколько видео по каким-то рецептам, но все равно уже так все приелось как-то, не знаю, что готовить, что выдумывать. Так, почитаю чат. Мы еще посидим 5 минут. Я работаю в детской боже реанимации с нейрохирургом. Совместная операция. Первая была в 22 году. Боже, класс. Ну, это для меня класс, потому что я этим восхищаюсь. Ах, дай вам Бог здоровья. Всем врачам, особенно сейчас. Я знаю, какая сильная сейчас на них нагрузка и ответственность, и все это. Да. А я была в институте нейрохирургии, потому что с моим случаем мне сказали только туда. Да вот это недавно было. Я не сильно люблю об этом говорить, рассказывать. Это такая, особенно когда заходят эти все боты, хейтеры. Нет, там не боты, там заходят хейтеры и начинается. Не люблю делиться прям супер личным, когда оно еще, знаете, как в душе болит, а они за это цепляются. Ну, ничего, я адекватно ко всему отношусь. Моему каналу уже очень много лет. Я много за свою жизнь прочитала и комментариев и от ботов, и от хейтеров. Я уже ко всему привыкла. Никак они не влияют на мою жизнь. Но в определенный период жизни ты просто не хочешь это читать, не хочешь тратить на это свое время. А вот когда пишут, не обращайте внимания. Ну как не обращайте? Я все комментарии читаю. И, ну, нет исключений. Я же не могу вот эти прочитать, а эти не прочитать. Мне, чтобы понять, что человек спрашивает, что он... ну, любой комментарий надо прочитать. И когда ты читаешь гадости, то ну как-то ж на него надо отреагировать. Я блокирую, например, очень часто, очень много. Ну, хейтеров я имею в виду. Не всех людей, которые пишут, а именно хейтеров. Иногда у меня есть настроение с ними попереписываться, мне прям с ними там диалоги. Я их доведу до белого коленя, а потом блокирую. Ну, итог у них у всех один. Все идут в бан. Просто кто-то идет с диалогом, а кто-то молча. Вот когда нет особо на них настроения. Так, читаю чат. И сейчас примерю, может, мне уже хватит. Берегите себя, Лочка. Спасибо. Очень люблю Украину. Спасибо. Арина Молодченко, да. Всем докторам низкий поклон. Особенно сейчас, в наше время.
Да. Так, надо померить, что тут моя веточка готова или не готова. Я так образно могу. Наверное, мне надо позакалывать, чтобы понять. Это, кстати, булавочки. Спасибо всем добрым людям. Вам спасибо, что вы делаете доброе дело. Доброе, нужное, полезное. Я могу столько тут вам слов наговорить, честно, но это искренне, это от всего сердца, это правда. Это не потому, что мне тут там как-то... Так, вот эти булавки я купила для шитья, но они настолько короткие, я не помню, сколько в них. У меня тут нет линейки, к сожалению. Не хочется. У меня есть, наверное. Конечно, у меня тут все есть. Сейчас я померяю. Так, 3. Ну, где-то 3,2. Где-то так. Они мне для шитья неудобны. Я их вот использую тут в вязании. Мне удобно. И, кстати, вот этот, как это, сантиметровая лента, да, это купила именно для вязания. И он, ну, какой-то там примитивный, недорогой. Так вот, я поняла, что он супер удобный, и я хочу его теперь еще один купить и использовать в шитье. Так. И эти булавочки тоже вот оно как-то у меня редко, когда я что-то купила и ну, ничего не пригодилось. Вот где-то, но все равно найдется применение. Кроме, я сейчас покажу. Как раз сейчас за булавочки заговорили. Это у меня была странная покупка в Авроре. Ну зачем? Зачем мне это было не нужно? Но я это купила. Так, где же она? Где этот ужас? Я этот ужас убрала, но я сейчас за ним схожу. Тут недалеко. Но я вот прям вам хочу показать, что не надо брать. Хотя оно, ну, недорогое, стоит недорого, но зачем? Даже эти там, ну, разве что ради коробочки. Это не булавки портновские, это просто ужас. Я даже их не смогла применить в вязании, это крайне редко. Какие-то детали, если я шью кукол, например, вяжу. Или, ну, что-то крупное, то вот прям просто заколоть какую-то деталь. И то они настолько тупые, вот эти иголки, что я лишний раз боюсь даже поранить, ну не поранить, а испортить полотно, которое вязаное. Поэтому, если будете вот такие видеть, ну, лично я купила, недовольна. От слова совсем. И выкинуть жалко, еще кто-то поранится. Ну, вот валяется. Я даже не знаю, куда их применить. Ну, лежат. Я только что сказала, что у меня все когда-то применяется. Ну, наверное, может быть. Все может быть. Вот. Смотрите, мы сейчас с вами вот это вместе наколем. Примерим бабочек и листочки. Вместе с вами поймем, нравится нам или не нравится. Но я вижу, что мне этого маловато. Надо еще довязать. Но час уже быстренько с вами пролетел. Буду смотреть по аналитике. Вот сейчас те, кто еще не поставил пальчик вверх этой трансляции, поставьте. Потому что буду смотреть по аналитике. Если аналитика будет позитивной, я же блогер. Как бы там мне не хотелось или не хотелось. Я что-то думала, что будет мало. Нормально.
Но аналитика, она ж ютубом не зря сделана. Если аналитика позитивная, и, ну, то есть эфир смотрят, комментируют, попадаешь в рекомендации, в топы, в рейки, как угодно можно это называть. Но если аналитика good, ок, как хотите это называйте, то это надо делать. Ну, или это можно делать, как угодно, да. Я это буду делать, если аналитика позитивная. Если я буду видеть, что нету отклика, нету толку, то я этого делать не буду. Буду все делать за кадром. Я, кстати, не очень люблю, когда шьют в прямых эфирах, потому что, ну, как-то шум этой машинки. К чему это? Не знаю. Так, ну что, вот так примерно. Это очень примерно, очень примитивно. Сейчас мы тут поразмещаем бабочки, листики, даже не знаю, бабочку, листик, куда бабочку, куда листики, еще об этом не думала. Ну вот как-то так я это видела. Наверное, сначала должны быть листья внизу, да, а вверху, как бы над листьями, должны быть бабочки. Как вы считаете? Мне нравится. Мне очень нравится. Ну, понятно, здесь куча ниточек, но их не будет, это все пришьется. Видно, их не будет. Все пришьется на изнаночную сторону и, конечно же, закроется подкладкой. Кстати, сейчас, ну, так как я вяжу, дуже гарно дякую. Так как я вяжу и, ну, понятно, что подписана на много вязальных групп, очень часто вижу, что те, кто вяжут, не шьют. И им прям приходится заморачиваться со швеями, просить их сшить их эти подкладки. И все им не так, все им не нравится. Но я их понимаю, потому что я и шью, и вяжу. И ну, обычная швея, ну вот как моя мама, да? У меня мама швея по образованию. Так, ну, мне нравится. Единственное, что мне слишком вот переборно кажется, такие большие загогулины этого шнура, ну, веточки. Может, как-то, ну, в общем, покручу, поверчу, доделаю и обязательно вам покажу. Сейчас читаю чат. Так, точно, ужасные булавки, шляпка отпадает. Да, вот я жду, когда шляпка отпала, мне уже не жалко выкинуть, я выкидываю. Но пока шляпка, вот как бы, ну вы же видите, тут уже, ну или не знаю, видно, не видно, тут не совсем полная. Тут уже так штук 6 поломалось, и я тогда вот со спокойной душой выкинула и забыла. Но не рекомендую. Согласна. Спасибо за эфир, дуже гарно. Бабочки симпатичные, спасибо. Симпатюлечки. Аллочка, благодарю вас за ваше творчество. Вы меня вдохновляете на новое творение. Спасибо вам огромное. Рада, что у меня такие прекрасные подписчики, зрители. Рада, что мы такой небольшой компанией, но дружной собрались сегодня. На этом эфир буду заканчивать. Опять же, повторюсь, буду смотреть аналитику. Если будут такие эфиры пользоваться популярностью, то буду выходить в них еще. Ну а на сегодня все. Всем пока-пока. До новых встреч. А, подождите, еще читаю чат.
Моя мама швея, свекровь, модельер, закройщик, а я кулибин. Класс, класс. Ничего. Буду заканчивать это видео. До новых встреч на моем канале. Желаю всем творческого вдохновения, бесконечного творческого вдохновения и также, конечно же, крепкого здоровья и мирного неба. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.